Друзья, привет! Как всегда, неделя начинается хорошим настроением у всех зрителей Алга Петербург. Ну и, конечно, хорошими, восхитительными новостями. Димаш, Скриптонит, Фируза Шарипова сегодня в нашем выпуске. Как всегда, не забываем про лайки, поддержка канала в описании и на экране. Кстати, сейчас интернет шумит про австралийца из Казахстана, которого зовут Рустам и который делает добрые дела. Он тоже появится на нашем канале уже на этой неделе. Так что, если вы не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Ну что, будем начинать. Фируза Шарипова после своего умопомрачительного дебюта в ММА бросила вызов чемпионке UFC. «Аманда Нуньес, я иду за тобой, я буду чемпионкой UFC». Так написала Фируза в своем инстаграм и опубликовала фото бразильской спортсменки. Аманда Лоренцо Нуньес – это бразильянка и боец смешанных боевых искусств. Она выступает под эгидой UFC в женской легчайшей весовой категории. Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе и действующая чемпионка UFC в полулегком весе. И как раз буквально на днях у нее состоялся очередной бой, в котором она одержала очередную победу. Вот Фируза каждый раз заставляет нас немного поволноваться за нее, но думаю, что раз она что-то задумала, то скорее всего знает, о чем говорит. Тем более по дебютному бою Фирузы видно, что она очень хорошо поработала и отточила технику борьбы. Поэтому будем следить и думаю, что у нее все получится. Концерт Скриптонита прошел в Алматинском дворце спорта имени Балуана Шолака. И также на YouTube-канале музыканта уже появляются новые выпуски. Например, вот появилось его новое шоу под названием Fast Moon. За 3 минуты гости рассказывают о себе, потом Скриптонит делает для них бит, это такая музыка, и гости записывают на него такой фристайл. Героями пилотного выпуска стали рэперы из Казахстана Кали и Малком Куш. И получилось это довольно забавно и интересно. Вообще интересно следить за карьерой артиста после возвращения его в Казахстан. Именно тут проходило зарождение его как артиста и как рэпера. И думаю, что возможно мы можем ожидать новый виток творчества и прилив вдохновения. Конечно, музыка, которую делает Скриптонит, наверное, не всем понятна, но все равно надо сказать, что то, что она очень успешна не только на постсоветском пространстве, но и даже в Америке, и в Латинской Америке. Да даже тут, в Турции, я однажды услышал Скриптонита вот просто в обычном магазине. Так что эта музыка очень интересная во всем мире. Я думаю, что мы можем ждать от возвращения талантливого музыканта домой новых композиций. И, может быть, даже Скриптонит своим опытом, богатейшим опытом, может помочь молодым рэперам тоже найти свой фирменный флоу. Удачи Адилю. Кстати, флоу — это поток. Когда рэперы читают рэп, это называется флоу. Димаш Кудайберген готовит новый клип и новую песню. Об этом лучший голос планеты сообщил в Инстаграм и даже показал некоторые фрагменты со съемок. Думаю, конечно, вы уже все это видели, все видели эти кадры, потому что они моментально разлетелись по интернету. И очень интересный стиль у Димаша такой начинает прослеживаться. И не только в музыке, но и в одежде. Мы уже видели похожий образ в выступлении Димаша на новой волне с песней Fly Away. И это выглядит очень круто. Такой американский стиль. И надо отметить, что Димаш уже несколько песен выпустил на английском языке за последнее время, и 2 из них находятся в чарте Billboard. А одна, я как раз сейчас про Fly Away, в американском чарте держится уже почти 9 месяцев. Кстати, интересно, а это вообще, наверное, рекорд для Америки или еще нет? Но в любом случае это очень крутой показатель. И, кстати, я созвонился с нашим американским экспертом, инфоартистом JK, и мы с ним немного поговорили про Димаша. Вот что он сказал. Я считаю, что, конечно, Димаш будет востребован тут в Америке. Безусловно, новые песни на английском языке привлекут американскую аудиторию. Но не следует забывать и о том, что мы все с вами знаем, насколько песни Димаша на казахском языке по нраву всем людям на планете. И это не только в Америке. Поэтому каждая песня Димаша для нас представляет большой интерес. А вообще, я бы хотел, чтобы Димаш хотя бы на время посетил Америку и поработал тут. Я думаю, что многие продюсеры и музыканты очень захотят с ним поработать. А это, я уверен, принесет пользу не только Димашу, но и нам всем. Да и вообще мировой музыке.
Ну и, конечно, это принесет пользу и Казахстану, ведь именно благодаря Димашу мы узнали об этой невероятной стране. Да, друзья, на самом деле, когда Димаш делает такие сюрпризы, но не говорит никаких деталей, хочется попробовать угадать, что же нас ждет впереди. Сделать такой прогноз, наверное. Конечно, кто мы такие, чтобы рассказывать, предсказывать тут будущее, загадывать, пытаться угадать, что там у Димаша в голове, но некоторые мысли все-таки есть, которыми хочу вами поделиться. Да и даже это, наверное, будет не прогноз, скорее мои догадки, но я поделюсь с вами, ведь мы же друзья. Так вот, что-то мне подсказывает, что скоро мы увидим не только новый клип, но и новый альбом. И в этом альбоме будет целая секция, целый набор песен на английском языке. Ну а что касается Димаша в Америку, не знаю, как вам, а вот лично мне было бы очень интересно увидеть Димаша на музыкальном Олимпе со статуэткой Грэмми в руках. Но мы же все понимаем, что это большая работа. Казахи никуда не торопятся и никогда не опаздывают, поэтому будем с огромным интересом наблюдать за Димашем и рассказывать вам, друзья, об этом. Друзья, а вы уже видели эти фрагменты? Какие ваши догадки? Какие ваши впечатления? Поделитесь в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. Буду рад увидеть вас в Инстаграм, буду рад увидеть вас в нашем Телеграм. Обязательно подписывайтесь на канал Дневник Алани. Ну и надеюсь, что скоро увидимся. Всем пока!